Всем привет, друзья! С вами на связи Таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня мы сделаем общий расклад Таро на загаданного мужчину, на любовь, на отношения, мысли, чувства, планы и действия в ближайшем будущем в отношении вас. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях, на загаданного мужчину. И начнем с того, что посмотрим, как карты видят вашу ситуацию, чтобы вы понимали, насколько близок этот расклад к вашей ситуации, ваш ли это расклад. Ну и, может быть, нашли что-то новое для себя в этих отношениях. Итак, уверен, что вы уже настроили свою интуицию на своего мужчину. Начнем. Первая карта. Шестерка кубков. Возможно, отношения, связанные с прошлым. То есть это бывший любимый человек, бывший муж, бывший любовник. Ну, в общем, отношения у вас как бы уже были, да, они как бы тянутся. То есть в прошлом есть что-то хорошее. Ну и может быть такое, что у вас есть дети или у мужчины есть дети, да. Дети влияют на эту ситуацию. Колесница, вы надеетесь на то, что эти отношения будут продолжаться. Мужчина может быть очень сильно привязан к женщине здесь. Мужчина также может быть привязан к маме. И мама мужчины может иметь сильное значение. Ну, то есть, как бы влияет, и может ли она его как-то останавливает, удерживает. Ну, в принципе, да. Это родительская карта, то есть у него сильная связь с родом, с домом, с детьми, вот такое. Так, ну здесь Луна. Вот центральная карта, прямо Луна выпадает. Сейчас не пойми, что происходит в отношениях. То есть то ли все совсем плохо, то ли может быть магия, то ли может быть психоэмоционально что-то не то. Это может быть как у вас, так и у него. То есть у вас какой-то разлад, да. Влияние женщины здесь очень сильное. Это сильное негативное влияние, которое останавливает этого мужчину. Паш мечей, вы беспокоитесь, вы не понимаете, в чем дело, вы тревожитесь, вы хотите прояснить эту ситуацию, ну, как бы хотя бы в будущем, да, но она все равно не идет вперед. Она как бы зависла, остановилась и вызревает, знаете, как предчувствия какие-то у вас, вот такая тревожность, нервозы какие-то, да, вот раздраженность. То же самое касается, может быть, и мужчины, да, у вас у обоих такое может быть. Ой, ну и здесь семерка кубков, ну, такое ощущение, что кто-то вам, знаєте, як пороблено, да, як кажуть, ну, пороблено це українською, як на русском, ну, короче, порча, да, типа как бы вам испортили эти отношения. То есть то вы в этом состоянии, да, не понимаете, что происходит, и он может быть, да, то есть есть какой-то тут морок, ну, что-то нечистое. То есть, смотрите, какая ситуация в отношениях. Было вроде все хорошо, ну, и вы знаете, что так может быть. Потом, ну, как бы и были, может быть, надежды на будущее, но как-то развивалось. Потом резко остановилось, как гром среди ясного неба. Могут быть подозрения, могут быть ссоры, могут быть ревности, да, тут тоже могут быть. Ну, и все это напоминает какой-то сумасшедший дом, морок, магию, ну, в общем, кто-то испортил что-то, резко все испортилось. И она на будущее, эта карта даже, как бы вы не понимаете, как это преодолеть, да, вы уже себя так накручиваете, что готовы поверить, как говорится, в что угодно, да, вот так. Давайте смотреть, любил ли он вас. Вот эту карту проверим. Она открывает расклад сразу и посмотрим, была ли здесь любовь. Да, была. Рыцарь кубков сразу выпал, поэтому можете не сомневаться. То есть, а то часто спрашивают, да, любил или использовал. Не, ну здесь любил, может быть, там он
Сейчас вас каким-то образом использует, но он, наверное, скорее всего, и не осознает. На что он был готов? Да, вот он вам обещал, и вот его обещания, они изначально были какие? Тоже говорил правду изначально. То есть он был готов, может быть, даже на брачный союз, там, на женитьбу, да, на что-то серьезное, на союз на небесах даже, может, там венчаться собирались, да, вот эта вот карта тоже может быть. Верховный жрец. То есть изначально он вас не обманывал. 4 карты в начале, все хорошие, они складываются вообще друг на друга, ложатся. Вода на воду, и на воду еще воздух, то есть как бы движение, ну, в отношениях могло бы быть вполне. Давайте смотреть, что это за луна, да. Ну, то есть, что это за магия или что это за такое нечистое, да, вот что оно такое в этой луне прячется. Белая карта. Здесь может быть, во-первых, что угодно, может быть непрогляд, может ли это быть магия, да. Смотрите, мы не делаем в этом раскладе диагностику на наличие негатива. В конкретном случае желательно проверять индивидуально, но здесь магию можно подозревать. Вот оно подозрение, вот он морок, и вот он сам по себе непрогляд, и вообще что угодно. Да? То есть и любой вид магии, и плюс к магии обстоятельства здесь могут быть. Знаете, как здесь нашла коса на камень, одно на другое наваливается. Давайте спрашивать все-таки, кто конкретно за этим стоит. Да, вот мы подозреваем некую женщину, там маму, может быть, ну, там мать его детей, да, как бы жена бывшая. Ну, давайте смотреть, кто конкретно за этим стоит. Как еще карты видят этого человека, который, ну, создает вот этот вот дискомфорт, да. Здесь 6 пентаклей. Ну, давайте так. Тот человек, который стоит за вот этой луной, за вот этим мороком, тревогами и виновник, да, это человек не бедный, он с ресурсами, он с деньгами, он может помочь особенно нуждающемуся. Этот человек со статусом. Тут прямо женщина выпадает. Вообще это карта мужская. Но видим здесь женщину. Поэтому наши подозрения о женщине здесь, как о человеке, который, ну, как минимум, что-то останавливает в ваших отношениях и, может быть, даже и морочит голову мужчине и вам в том числе. Женщина, скорее всего, с деньгами. Ну, давайте посмотрим, что еще вы не видите, не знаете, да, вот чего вы не видите и не знаете. 6 мечей, и смотрите, здесь женщина, скорее всего, играет на чувстве вины мужчины по отношению к ней и к женщине, и к ребенку. Ну, здесь и ребенок открывает, как бы участие детей здесь есть. И вот он ребенок, то есть заподозрить женщину, которая влияет на отношения в манипуляции мужчины, детьми и самой собой, да. Ну, хорошо, давайте посмотрим, а любит ли он вас сейчас, да, остались ли в этом мужчине чувства к вам у него сейчас, ну, в эту минуту, да, или в этот день. Да, они остались. Там, ну, как бы крепкое зерно было в этих чувствах, то есть он не врал изначально, оно есть. И сами чувства, они еще, ну, как бы, знаете, эти отношения, они у вас как дуб, да, как крепкое дерево, да, ну, может быть, как виноград. Виноград тоже, смотря какой дикий, да, тяжело вывести. То есть корни в этих отношениях достаточно сильные. И сама структура чувств осталась. Хорошо. А что он думает о вас? Мысли как раз. Верховный жрец – это близнец мысли. Смотрим. Но он думает о том, как с вами достичь результата, успеха. Давайте посмотрим, будет ли он продолжать, намерен ли он продолжать с вами отношения. То есть он думает о вас, что с вами он достигнет этого успеха в отношениях. Будет ли он продолжать эти отношения? Скорее да.
двойка пентаклей. И тут все зависит от обстоятельств. Что ему может помочь продолжать эти отношения, да? Что может ему помочь продолжить эти отношения? Помощник, видите, вот мы и спрашиваем. Вы знаете, во-первых, это высшие силы. Ну, здесь как бы сам Господь, Бог, да, или кто там, Создатель, ну, кто во что верит. Но здесь нужно, знаете, как помочь, ему нужно придавать некий импульс, подталкивать его. Ну, и физически, может быть, и может быть энергетически, да, может быть магически. Здесь движение, видите, идет движение, да. Хорошо. Если вы его будете сейчас подталкивать, это поможет ему двигаться в вашу сторону или нет? Ну, смотрите, вы боитесь это делать, но это может ему помочь. 8 мечей все равно подтолкнет к 9 мечей. А 9 мечей это как бы тупиковая ситуация, но все равно шансы есть. Ну, давайте так скажем. Если вы сейчас будете подталкивать вашего партнера к каким-то активным действиям, то это не факт, что прямо сразу что-то улучшится. Потому что там 9 и 10 мечей у вас еще кризисных, ну, как минимум, у вас еще 3 кризисных каких-то момента должно быть, да. Но, тем не менее, это, ну, может как бы сдвинуть с мертвой точки вашу ситуацию. Вот он на месте стоит, да, вот он на месте стоит, вот он тут застрял, да. То есть, все равно это лучше делать, чем не делать. Хорошо. Давайте так, еще зададим вопрос. Ну, давайте, ваш ли это человек? Вот прямо вот эту вертикаль проверим, чтобы уже не сомневаться. Ну, он по судьбе вам этот мужчина, да, то есть он там действительно ваш, потому что часто вот задают такие вопросы, именно когда сомневается партнер. Страшный суд. Да, это духовная какая-то у вас тут связь. Вообще карта не говорит ни да, ни нет. Она говорит об очищении. Я скажу да. У меня почему-то эта карта, она, знаете, как... Даже так скажу. Если вы с этим партнером чувствовали, что вот вы... Ну, не то чтобы родственные души. Здесь даже не про родственные души, хотя они здесь могут быть. Все-таки иерофант есть. Если вы чувствовали с ним легкость и такое ощущение, что вы друг друга защищаете, помогаете, да, нечто такое неземное, да, вот возвышенное, то да. А если вы прямо с этим человеком изначально чувствовали, что что-то нечистое, прямо вот такую вот, прямо изначально бяка какая-то была, вот вы сразу в волну попали, тогда нет. Вот услышьте этот момент. Чего он добивается от вас, если вам этот вопрос непонятен? Да? Чего он от вас хочет, загаданный человек? Ну, смотрите, я не скажу, что он хочет с вами бороться, он хочет с вами вот этой вот игры, он хочет вашего вовлечения в процесс. Он не от. Вопрос, чего он хочет, мы превратим в чего он не хочет. Он не хочет, чтобы вы выходили из этого процесса, чтобы вы покидали то, во что вы уже вовлечены вдвоем. То есть он хочет, чтобы вы эту борьбу продолжили вдвоем. Хорошо, хватит ли у вас сил на преодоление вот этого вот, ну, на перемены к лучшему, давайте так скажем, физические, например, физические, энергетические, финансово и так далее, да, сможете вы преодолеть. Рыцарь мечей вдвоем, да, поодиночке вряд ли. То есть здесь пара, да, близнец, двойка. То есть вам желательно входить вдвоем. Поэтому смотрите, если вам партнер, ну вот здесь ситуация такая, если вам партнер говорит, что давай мы вдвоем преодолеем этот, ну, барьер, тогда вам лучше продолжать эти отношения. И если такого нету, да, вот как бы обратной связи от мужчины особенно, то, ну, тут уже надо смотреть по вашим силам, по вашей энергии, да, по вашему состоянию. Да. На какие шаги он скоро решится, да? Ну, для вас лично это хороший шаг, но и что-то может касаться тех людей,
с которыми у него была семья. То есть он будет решать вопрос и семейный, и с вами. От чего вам надо избавляться в этих отношениях? Вот какой узел вам надо разрубить в этих отношениях? Вам, во-первых, нужно простить. Это узел недоверия, это узел предательства, измены. То есть, вообще это карта предательства и прощения, отпущения. Да? Вот, это карта греха. Вот он тут зеркалит, и они рядом, эти две карты. То есть вам надо простить грехи. Но какие у вас эти грехи? Тут уже смотрите расклад общий. Да? Я даю вам здесь подсказки. Хорошо, страшный суд. Что здесь нужно очищать? Это всегда очищающая карта, революционная. Да, она... Что должно быть здесь? От чего вам надо избавиться, помимо вот этой карты? Избавиться вам надо от влияния рода, родственников, родителей, детей, может быть, жены. То есть здесь, видите, вот эти две карты, да, они носят как бы вообще позитивный подтекст изначально, да, априори. Но в контексте расклада они вам здесь мешают. То есть влияние родственников здесь явно лишнее. Хорошо. Что может еще вам помогать в вашей борьбе за эти отношения? Смотрите, здесь прям рыцарь мечей, пятерка посохов рядом. Вы вынуждены бороться, как ни крути, да. Это ваша сила, это ваше здоровье, ваша красота, ваша сексуальность, то есть ваша энергия. Это ваша женская магия в том числе. Хорошо, а для тех, кому актуален вопрос, вот смотрите, готов ли он за вас бороться? Или возвращать? Смотрите, здесь дьявол, он будет вынужден это делать. Но ему это еще и выгодно. Ему выгодно за вас бороться. Вот так вот, интересно. А давайте спросим, почему ему выгодно за вас бороться? Какая выгода в том, что вы у него есть? Да? Не использует ли он вас? Мы уже раскрывали, он вас не использует. Не использовал. Да? Вот сейчас не использует ли он вас? Какая выгода? Туз посохов. Знаете, здесь вы как будто бы энергетически друг друга поддерживаете. Туз посохов – это идея и это энергия мужская. Но смотрите, вы ему выгодны как минимум. Вот все три карты, они интимного характера, сексуального взаимодействия. То есть здесь интим, энергия интима, да, энергия секса здесь движет. И у вас, как у женщины, ваша сексуальность здесь, она его, качает этого человека, этого мужчину. Сможете ли вы его простить? Вы его, не он вас, а вы его. Карта неизбежная, роковая. Вы вынуждены будете его прощать. Услышали, да? Вы вынуждены будете это сделать. Я не знаю, как вы это сделаете. Может быть, будет катарсис. Вот эти две карты. А может быть, чистка. Да? То есть тут вариантов масса. Дьявола вам надо избавляться. А давайте немножечко в будущее заглянем. Да? Будущее ваших отношений. Как он видит будущее ваших отношений? Отшельник – это может быть и семейная пара, но на данный момент он видит ваши отношения на дистанции. Может ли из этой карты вырасти более близкие семейные отношения? Да, может. Вот это растение у него в руках, вот оно растение это, да. То есть, если вы сохраните этот огонь, да, и не превратите его в адское пламя, а будете поддерживать, знаете, как двигатель на определенных оборотах, да, на нормальных, то у вас это все может переродиться, да. Хорошо. Какую власть вы над ним имеете? То есть, какой силой вы его держите? Помимо силы интима, да, силы сексуальности. Кроме этой силы, какая ваша сила над ним имеет власть?
Ну, все-таки те же самые посохи, да, посохи это интим все равно, и это та сила, ну, сила той любви, которая у вас когда-то была между вами, да, она сохранилась. Это карта отсылка к прошлому, да, вот та сила, которая была, вы сами знаете, какая была, она была вот, то есть это сила любви. Дьявол кроется в деталях, чего вы еще не знаете, не замечаете, не догадываетесь в этих отношениях. О чем? Ну, здесь какой-то финансовый вопрос идет, и мужчина здесь работает. То есть, ну, как минимум, и мужчина здесь вынужден прилагать усилия, давать больше зарабатывать, отдать больше денег, добиться большего успеха. Ну, возможно, это и касается и вас. Пара все-таки здесь. Здесь двоечка, то есть здесь близнец и здесь объединение. То есть как бы карты говорят, что вы еще не знаете, что вы еще можете гораздо больше приложить усилий, чем уже приложили, и вам кажется, что у вас уже их нет, но вам придется как бы продолжать вот прикладывать эти усилия, и они у вас найдутся, да, эти силы. Ну-ка, давайте посмотрим. Все-таки вот этот шаг мы смотрели по семье. Что он может вам предложить, этот мужчина, да? Дама кубков, он может вам предложить еще, да, это перспективная карта в будущем, что ваша любовь, то есть он может нуждаться в вашей любви, в ваших чувствах. То есть он может вам предложить более близкие отношения, да, вот он отшельник, то есть сближение может предложить. Что изменится в ваших отношениях? Давайте вот эти роковые события или какие события будут происходить, которые будут менять ваши отношения вообще, вид ваших отношений, структуру. У вас будет стычка, решение вопросов, разборки, борьба, война даже какая-то, да, такая. Ну и будет конфликт. Давайте посмотрим, что вам делать, что не делать. И будете ли вы вместе? Что делать? Ну, вам, во-первых, надо делать все взвешенно, думать, да. Не торопиться, не делать резких движений, но все взвешивать, да. Действовать по закону и с умом. Вот так. И честно, желательно. Это правдивая карта. Что не делать? Ну, давайте так скажем. Не делать здесь... как бы не носить розовые очки, не одевать розовые очки, не думать, что оно само собой как-то прояснится, да, что за вас все высшие силы решат. Ну, тут так не получится. Солнце все-таки не на вашей стороне, ну и как бы, может быть, не думать, что спустя рукава вы преодолеете, ну, вот эти, может быть, какие-то темные силы, да, если они тут есть, но их надо проверять. И будете ли вы вместе? Паж посохов – это всегда шанс. Здесь многое зависит от мужчины, но помните о том, что от вас здесь тоже зависит немало. Ответ скорее да, чем нет. Возможно, да, но это не точно. Но все-таки да. И уверен, що при вашому приложенні усилий у вас все получится. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і почуємось до зустрічі. Па-па.